Любовница. Заманчиво звучит. Я думаю, у каждого мужчины в жизни возникало это желание, эти мысли завести любовницу. Кто-то через это уже прошел и сейчас особенно поймет, о чем я говорю. При том, что у тебя уже есть женщина, жена, любящая. Она заботится о тебе, создает уют, варит вкусные борщи. Но скучно. Скучно. Нет той остроты чувств. Нет тех ярких эмоций, что были в начале. Ты даже позабыл, каково это. И тут тебе в голову начинают закрадываться вопросы. А правильно ли я вообще выбрал спутницу жизни? Потому что всегда присутствует это ощущение, что чего-то не хватает, чего-то я недополучаю в этих отношениях. Может быть, любовь прошла. И вот тут, именно в этот момент, ты встречаешь ее, любовницу будущую. И сразу же между вами пробегает яркая искра. Та самая страсть, которую ты позабыл это ощущение. А здесь ты его сразу испытал. Она видит твое кольцо на пальце, но ее это не смущает. Между вами флирт, потом кафе, яркий насыщенный вечер, эмоции через край. Тут у тебя подбрасываются еще мысли. Может быть, вот оно счастье, вот оно настоящая любовь, которую я искал всю жизнь. А мои текущие отношения с любящей, верной женой – это какая-то ошибка. Ты начинаешь укрепляться в этой мысли. Я не хочу всю жизнь страдать, скрываться, обманывать, мучиться. Зачем мне это? Если можно поддаться этому чувству. После этого, чтобы избавиться от этого чувства вины, мужчина начинает себя убеждать в том, что и свою жену-то мучить в принципе неправильно. Она ведь не получает от меня этой теплоты, этой страсти. Поэтому, пожалуй, поддамся этому искушению, этому соблазну. Но поскольку решение о расставании – это все-таки вопрос такой сложный, есть совместное имущество, дети, обязательства. Да, нужно все обдумать, как правильно сделать. Поэтому я пока, пожалуй, просто повстречаюсь с любовницей. Какое-то время, а там посмотрим, как пойдет. Для того, чтобы понимать, что произойдет дальше, нужно для начала понимать, кто же такая на самом деле любовница. Если простыми словами, это женщина, которая прекрасно понимает, что ты находишься в отношениях, ты женат, у тебя семья, и при этом она с тобой встречается. Конечно, тебе она скажет, что вот настолько сильно тебя полюбила, такого красавца, что переступила через этот морально-нравственный закон. Именно так тебе она скажет. Но так ли это? На самом деле ей движет совсем другое. Женщина-любовница сверхэмоциональна. Следовательно, ей нужны большие дозы этих самых эмоций. Ты просто хороший парень? Не. Это неинтересно. Нужна драма, нужна игра. И вот один из способов получить эти самые эмоции – это осуществить некую программу, некий сценарий, в котором есть препятствие, преграда, которую надо преодолеть. И вот этой самой преградой для нее и служит твой статус. Например, ты женат, у тебя есть семья, у тебя есть своя женщина. Ты – это что-то недоступное, что-то недосягаемое. То, что надо заполучить, выиграть. Именно в этом заключается ее цель. Но здесь не нужно думать, что она сидит и специально все это выдумывает, какие-то планы строит. Да? Нет. Она просто кайфует от самого процесса. Она получает свой дофаминчик. Ты относишься к ней хорошо, делаешь подарки, цветы. Но все это ограничено. Вы встречаетесь тогда, когда тебе удобно.
все эти препятствия цепляют ее лишь только сильнее. Вон оно как работает. Дальше больше. Как только она почувствует, что ты на нее залип, что ты в какой-то степени эмоционально вовлекся в отношения с ней, она понимает, что она уже значимая фигура в твоей жизни. Вот именно в этот момент она разыгрывает новую стадию в этой игре. Она говорит, что она устала. Устала скрываться. Ей некомфортно, ей неудобно, ей совестно. Так сильно тебя полюбила, что нарушила этот морально-нравственный закон. Но я себя плохо ощущаю. Это же неправильно. Я ощущаю себя плохим человеком, говорит тебе любовница. Здесь мужчина начинает сам себя терзать, у него закрадываются мысли о том, что хорошая же, действительно, хорошая девушка. Просто полюбила вот меня так сильно, эх. А в чем заключается ее хорошесть? Давайте над этим подумаем. В том, что она гипертрофирует свое вот это чувство влюбленности в тебя, жертвуя морально-нравственной стороной? В чем заключается любовь этой женщины? И вообще, что такое настоящая любовь? Любовь – это жертва, это созидание. Это когда твоя женщина для тебя старается, создает уют, а ты в ответ остаешься ей верным. Хотя вокруг тебя много женщин, которые проявляют к тебе симпатию. Именно в этом заключается любовь. Я всегда говорю, что нужно смотреть на поступки человека. Слова мало что значат. И это как раз тот самый случай, когда стоит пристально смотреть именно на действия любовницы, а не на ее слова. Не на то, какими драматичными, громкими словами она описывает свое отношение к тебе. Мы смотрим на то, что она делает. А что она делает? Она продолжает встречаться с тобой, зная, что у тебя семья. И с этой женщиной ты планируешь что-то строить в будущем? Конечно, в 90% случаях мужчина ничего не строит, ни о чем не думает, он просто плывет по течению. Такова реальность. Одновременно с этим ты начинаешь ненавидеть свою жену, свою женщину, хорошую, с которой ты живешь. И это естественно, потому что ты вынужден скрываться. А это дискомфортно, это стресс. И вот этот стресс ты начинаешь ассоциировать с ней, со своим домом. Желания домой идти нету. Особенно после встречи с любовницей, где ты получил эту высокую долю эйфории, да, эти яркие эмоции испытал. Именно поэтому многие мужчины задерживаются на работе допоздна, в гараже или идут в бар с друзьями. А если и нужно провести время со своей семьей, необходимо, то это превращается в какую-то обузу, обязанность. Ты должен это сделать. Должен. Именно так воспринимает это мужчина. Что его заставляют. Он не хочет, но приходится. Вопреки своей воле. Вопреки своему желанию. Естественно, о каком-то физическом влечении к своей жене, к своей женщине можно попросту забыть. Его нет. Естественно, откуда оно возьмется? Твоя потребность вот эта в страсти, она удовлетворяется как раз-таки любовницей. И это понятно. Дальше самое интересное. Мужчина принимает решение уйти от жены. Из семьи, из отношений. К любовнице. Он покупает цветы, прибегает, к ней и говорит: все, вот он я свободен, давай, отдыхать, гулять, строить планы, путешествовать, жить вместе. И поначалу, да, первый месяц, вот на этой первой волне эйфории, вроде все окей. Но потом 2-3 месяца, максимум полгода, вот эта любовница, к которой он ушел, она его бросает. Почему? Все просто. Женщина, которая находит для себя приемлемым находиться в статусе любовницы,
Ей на самом-то деле не нужны отношения, не нужна семья, она не умеет любить. И ее цель – получить максимум кайфа, максимум удовольствия, драму, дофаминчик. И получила она его как раз осуществив эту самую программу по тому, чтобы ты ушел от своей жены. Этот сценарий она реализовала. Это была ее миссия, ее цель. Она ее получила. Точка. Сейчас ты для нее просто хороший мужчина, не интересен. Она не получит от тебя этих эмоций, этого интереса, его нет. И она переключается на другого. Вон как оно работает. И мужчина в итоге приходит ко мне на консультацию с вопросом, что вот любовница меня, значит, бросила, жена не принимает обратно. В общем, все счастливы, я один в дураках остался. Именно такой сценарий ждет каждого мужчину, который гонится за страстью, который ищет ее. Но главная мысль заключается в том, что ты не сможешь ее найти. Точнее, найти ты ее сможешь, но это будет сиюминутная страсть. Ты никогда не сможешь насытиться этим. Этот поиск, он будет бесконечным. Многие мужчины, которые обращались, они имели не одну любовницу, а 2, 3. И при этом еще изменяли и ходили налево. Им и этого было мало. Это замкнутый круг, друзья. Но есть выход. Это единственный и верный правильный путь. Проверенный десятилетиями, столетиями, если не больше. Просто в наше время он почему-то незаслуженно позабыт. Точнее, почему? Понятно, потому что слишком много соблазнов вокруг. И мы настолько в это погрузились, мы настолько этого уже не замечаем. Это настолько уже внутри нас, что мы этого просто не видим. То есть, что мы делаем конкретно? Какие действия? Мы не ищем страсти, а наоборот, воздерживаемся от нее. Мы ни в коем случае не разрешаем себе соблазняться на других женщин, образы. Мы ни в коем случае не допускаем того, чтобы начинать как-то фантазировать о другой девушке. А если на улице ты видишь проходящую мимо блондинку с большой грудью и в короткой юбке, мы стараемся не смотреть на нее, да, чтобы не допустить вот эти мысли, фантазии. Да, то есть мы не разрешаем себе ее хотеть. Мы ограничиваем себя в этом. Мы берем свой смартфон и отписываемся от всех этих соблазнительных эскортниц в Инстаграме или в социальных сетях. После этого мы ни в коем случае не переходим на тематические сайты, да, черно-оранжевые, и не смотрим тематические фильмы. Мы уменьшаем количество секса. Мы не занимаемся этим каждый день, ежедневно. Или когда она этого хочет. У каждого мужчины, конечно же, свой темперамент. Но большинству из нас для того, чтобы испытать истинное желание, нужна пауза примерно неделя, для кого-то в 2 недели. Я думаю, у каждого была такая ситуация в жизни, когда длительное время не было секса, и потом настолько сильное желание, что тебе хочется уже буквально с любой, там неважно, она симпатичная или нет. И вот важно именно довести себя примерно до подобного состояния. То есть, что мы делаем? Мы лимитируем вокруг себя все образы, которые вызывают в нас похоть. Да? Этим мы регулируем свое желание. И вот это самое желание мы как бы закольцовываем на своей женщине, на своей жене, хорошей. Конечно, при условии, если ты в сильной позиции. Если ты в слабой позиции, то ты и так будешь хотеть постоянно свою женщину. Но отношения будут держаться исключительно на ее каких-то решениях, на ее эмоциях. А это всегда закономерный печальный финал. Так вот, значит, когда мы это сделали, это как если провести аналогию, когда ты долго не ел, ты голодный, да, и ты вечером приходишь домой, и для тебя кусок хлеба, он будет настолько вкусным,
что ты испытаешь просто массу удовольствия, массу эмоций. Хотя, казалось бы, у многих вопрос, как же вообще такое возможно, да, вокруг, в нашем современном обществе, в нашем современном мире столько соблазнов, да, вот эти социальные сети, картинки, там девушки по улице полуголые ходят. Как вообще можно этому сопротивляться? Как вообще можно с этим бороться? Ну, а что? Вы хотели легких путей? Легкий путь вас выведет к сценарию с любовницей, когда ты в итоге останешься один у разбитого корыта. Или развратишься настолько, да, что существовать в нормальных отношениях для тебя станет в принципе нереально. Хотеть свою женщину, хотеть свою хорошую девушку, жену – это работа прежде всего над собой. Придется потрудиться. И вот как только ты все это осознаешь, переваришь и встанешь на правильный путь, начнешь действие, главное начать. Да, это сложно, да, это нужно выйти из зоны комфорта. Но когда ты начнешь, дальше будет проще. Ты сразу увидишь изменения. Твоя семья, твои отношения с девушкой станут по-настоящему доверительными, теплыми и приятными. А смотреть налево просто не захочется. Совсем.